Итак, мы видим, что Рема успешно ведет свой бизнес по стирке белья. Рема постепенно стал известен как лучший специалист по стирке белья в городе Гимель, а потом он отправился в свою прачечную в бамбуковом лесу. Рема заботился о своих милых сотрудниках, которые хорошо заботились о его бизнесе. Все слизняки и рабочие усердно трудились, и все они приветствовали Рему. Позже Карла отчитала Рему за то, что он слишком много работает. Она сказала, что ему следует позаботиться о себе и планировать свое время для себя. Рема также узнал, что у новых сотрудников мало опыта работы. Рема был удивлен, услышав это, и решил позволить своим сотрудникам в будущем выполнять больше работы. Внезапно они услышали какой-то шум, и Лилин связал двух парней. Именно тогда Рема узнал, что они пытались устроить неприятности. Именно так мы и воспринимаем этих парней. Они жаловались на то, что у них грязное белье. Они показывали свою чистую одежду, и клиенты смеялись над ними. Они стали агрессивными, и Лилинг связал двух мошенников. А потом Рема посмотрел в окно, и ему пришла в голову идея повысить безопасность своей прачечной. После этого Рема спустился в шахту Гимель и воспользовался поддержкой своих липких шламов. Его липкие шламы заполнили контейнер слизью, и Рема волшебным образом несколько раз сливал воду, содержащуюся в слизи. В результате Рема создал пуленепробиваемое стекло, так что Рема был защищен от проезжающих мимо машин. Затем Рема использовал свою липкую слизь, чтобы создать еще больше стеклянных стекол. Вечером Рема устал, но внезапно он заметил новую эволюционировавшую слизь. Рема узнал, что ему дали лекарственную слизь. Рема задался вопросом, почему эволюционировала отравленная слизь. И тут он вспомнил, что накануне уронил лекарство. Один из его слизняков выпил это лекарство, и он превратился в новый вид слизи. Затем Рема накормил лекарством еще больше ядовитых слизняков. А затем его новая слизь показала ему, как производить лекарства. Так что Рема был поражен тем, что из его слизи можно производить высококачественные лекарства. Затем он повнимательней присмотрелся к созданному им лекарству и понял, что получил какое-то дезинфицирующее средство. В результате Рема был подготовлен к следующей волне короны. После этого Рема решил в ближайшее время навестить богов, так как он уже давно их не видел. Позже мы видим Рему в церкви, и он подходит к волшебному хрустальному шару. Вслед за Ремой его отправили в царство богов, и он встретился с неизвестным богом. Вот так Рема познакомился с богом Тикуном. Он был богом ремесел и ремесел. А потом Рема обнаружил куклы, которые он сделал для своей подруги Элиарии. Тикуну очень понравились его куклы, и он скопировал их. После этого Рема рассказал свою историю о том, как он был телепортирован с Земли в другой мир. Тёкун был впечатлен Ремой, и он захотел научиться своему ремеслу у Ремы в своей прежней жизни. Он также похвалил Рему за его великолепное мастерство, и Рема подробнее рассказал ему о своей страсти. Именно тогда Рема узнал, что существуют и другие боги. Кроме того, он узнал, что белое пространство связано с его миром. Благодаря этой связи Рема всегда может навестить богов. Именно тогда Рема узнал о существовании бога магии и учености. Он был богом, который редко проявляет себя, но Филнавилия очень умна и знает почти все об окружающем мире. После этого Рема был отправлен обратно в свой мир. Вернувшись в церковь, Рема попрощался с администратором и решил сходить в свою прачечную. Однако, когда он приехал, Карла сообщила Реме, что у них больше не возникло никаких проблем со стиркой. Затем Рема рассказал о своих пуленепробиваемых стеклах, потому что он не хотел, чтобы преступники вломились в его прачечную. После этого Рема показал свои пуленепробиваемые стекла своему сотруднику Лилин, который проверил, как они разбиваются. Тем временем Карла и Калум были впечатлены прочностью его стеклянного стекла. Затем Фэй предложила своей дочери попытаться разрушить стеклянное стекло с помощью улучшающей магии. Так вот, Лилин очень понравилась созданная Ремой стеклянная панель, но у нее были свои недостатки, потому что они не могли вырваться наружу изнутри прачечной. Поэтому они решили, что несколько окон не будут заменены специальным стеклом. После этого Реме вспомнился его разговор с Сержем, и Карла тоже захотела поговорить с Ремой о втором отделении. Она сказала, что он является первоклассным специалистом и обязательно должен открыть второй филиал. Тем не менее, Рема встретился с компанией Search, чтобы начать новый бизнес. Серж сказал ему, что при продаже лекарств он может обратиться за помощью в гильдию торговцев. Так вот, Рема навестил мастера гильдии Галесу. Затем он подарил ей лекарство, которое он изготовил, и Галеса была впечатлена тем, что теперь он может смешивать с ним спрайт для создания фиолетового напитка. Затем Галеса спросила, когда Рема планирует открыть вторую прачечную. Кроме того, она сказала, что торговая гильдия будет поддерживать его везде, если у него возникнут проблемы с организацией работы. Позже Рема глубоко задумался о второй прачечной и получил письмо от своей возлюбленной Элиарии. Затем Элиария сообщила, что они благополучно прибыли в столицу. Она сказала Реме, что все здоровы и она хорошо заботится о его слизняках. Рема был счастлив прочитать письмо Элиарии, так что это ободрило Рему, и он решил набраться смелости и открыть вторую прачечную. В последующие дни Рема продемонстрировал своему сотруднику навыки самообороны, так что Рему забросали фруктами. Рема попытался поиграть в фруктового ниндзя и понял, что
что его палка недостаточно остра, чтобы разрезать фрукты. Затем Рема показал мастеру гильдии укрощения Тейлору свои слизняки. Он поблагодарил Рему за то, что тот показал ему свои потрясающие очищающие слизняки. Внезапно какой-то разгневанный мужчина устроил неприятности в прачечной. Он пожаловался Реме, что у него порвана рубашка. Рема знал, что клиент лжет, и вызвал своих помощников-уборщиков, чтобы доказать, что они невиновны. А потом Рема рассказал, что у его помощников-уборщиков нет ни когтей, ни зубов. В результате Рема смог разоблачить ложь мошенника. Внезапно он разозлился, когда его ложь была раскрыта. Так вот, этот мужчина попытался напасть на Рему. Рема первоклассный специалист, и он знал, как обращаться с мошенниками. После этого Рема продемонстрировал свою чудовищную силу и ошеломил этого человека. Позже мошенник был арестован, и Карле показалось подозрительным, что кто-то другой снова пытался создать проблемы. Рема беспокоился о своем белье, но Карла сказала, что Калум пытается выяснить причину появления нарушителей спокойствия. После этого Рема познакомился со своей подругой Асаги. Он был рад видеть Рему. А потом Рема обратил внимание на меч Асаги Катану. Рема захотел побольше узнать о своем мече. Тогда Асаги сказал, что он может купить мечи Катаны в столице, но они очень дорогие. А затем Асаги сказал, что он получает свой меч бесплатно от своей семьи. А затем Асаги спросила, умеет ли Рема обращаться с мечами-катанами. Однако Рема ответил, что его дедушка научил его фехтованию на мечах. Во второй половине дня Рема решил сделать свой собственный меч-катану. Затем Рема попытался отлить железный песок и древесный уголь в лезвие меча, но он был незнаком с процессом изготовления. Внезапно он вспомнил, что у него есть копье, и вытащил это оружие из своей коробки с вещами. Рема знал кое-какую технику владения копьем, но хотел, чтобы в качестве оружия у него была катана. Вот так он вспоминал свое детство, когда Рема вместе со своим отцом мастерил оружие. Кроме того, он научился обращаться со многими видами оружия. Именно тогда Рема открыл для себя секретную функцию своего копья, но он предпочел обычный меч. На следующий день Рема узнал, что проблемы с его прачечной были вызваны войной фракций против главы гильдии торговцев. Тейлор хотел, чтобы люди сосуществовали с монстрами, но злые организации хотели предотвратить это. Рема хотел помочь Тейлору решить эти проблемы. Вечером Рема проверил своих новых сотрудников, которые пришли из гильдии укротителей. Они были исследователями слизи и были счастливы работать на Рему и исследовать его вуали. А потом Рема узнал, что их предыдущая компания обращалась с ними очень плохо и условия труда были невыносимыми. Рема был удивлен тем, что исследования слизи на самом деле не финансировались. Впоследствии Рема также узнал, что исследователи слизи не могут разрабатывать новые виды слизи. Рема был экспертом по слизи, и он рассказал им об эволюции слизи. Однако исследователи слизи были удивлены тем, что слизь превращается в разные виды слизи из разных пищевых продуктов. Затем им захотелось узнать побольше о слизях из Ремы, и они вместе поговорили о слизях. Вечером Рема возвращался домой, но за ним следовали несколько мужчин. Рема сразу же убежал, и кто-то напал на него. После этого Рема телепортируется на крышу и вызывает своих птиц любви из заклинания своего домашнего измерения. Затем Рема напал на преступников, и он мгновенно победил их. Следуя за Ремой, хотел узнать мотивы их действий, и один преступник попытался тайком напасть на Рему с помощью монстра. Лиморские птицы Ремы смогли вовремя защитить его. Затем появился мастер гильдии Варген и бросился Реме на помощь. В результате преступники были арестованы группой рыцарей. На следующий день Рема рассказал своим сотрудникам о деяниях преступника. Рема сказал, что им не следует быть более осторожными, когда на них нападают рыцари. После этого Рема встретился с 3 мастерами гильдии, и Рема узнал, что злой человек отдал приказ напасть на его прачечную. Тогда Гиллиса предложила Реме использовать свою силу, чтобы заманить врагов в ловушку. На следующий вечер Рема отправился преследовать преступников как Бэтмен и сразу же поймал множество преступников. Рема сотрудничал с рыцарями и исцелял бандитов после драк. Причина была в том, что Гиллису пришла в голову идея, что Рема исцеляет раненых с помощью своих слизняков. В результате преступникам пришлось бы оплачивать медицинские расходы, так что они научились бы не связываться с Топ-Джи Ремой. Рема был настоящим мошенником и получил большую награду за одну ночь за свою огромную помощь в борьбе с преступниками. В последующие дни Рема снова практиковался в самообороне от преступников вместе с девочками. Кроме того, у Ремы появился новый охранник для его прачечной. Дольче был рекомендован Джеффом, который сейчас работает в качестве нового телохранителя. После этого мы пообедали, и Рема был поражен вкуснейшим хлебом. Девочки тоже были довольны вкусным обедом, и все они с удовольствием провели время вместе. Рема смеялся вместе со своими друзьями и был счастлив хорошо провести время вместе со всеми. На следующий день Карла показала ему прибыль от стирки белья. Объем продаж снова удвоился, и Карла также сказала, что 3 исследователей слизи отлично справляются с работой в его бизнесе. После этого Рема снова навестил Гиллису, и она показала ему
потенциальную недвижимость для его второй прачечной. Вслед за этим Рема получил письмо от Элиарии. Она сказала ему, что усердно готовится к поступлению в школу и что она делает успехи в использовании магии. Она также еще раз поблагодарила его за то, что он научил ее заклинанию «Пузырящаяся вода». После этого мы видим Рему, он уже был готов открыть свою вторую прачечную и отправился в путешествие в другой город. В последующие дни Рема написал письмо своей возлюбленной Элиарии. Элиария узнала, что Рема откроет вторую прачечную. Рема произвел на нее сильное впечатление. Тем временем Рема переехал в новый город. Рема была поражена прекрасным городом Ленов. Рема получил письмо от Галисы. Она отправила его повидаться с человеком по имени Пиора Сайонджи. А потом Рема открыл для себя торговую компанию Сайонджи. Рема был впечатлен бизнесом Пайры. Внезапно Мияби заговорила с ним и спросила, не может ли она ему помочь. После этого Рема сказал, что ищет Пиору, и Рема узнал, что Пиора ее отец. Позже появилась и Пиора. Он дразнил свою дочь. Он спросил, не соблазнил ли ее Рема. Затем Рема представился и показал Пиоре свое письмо. Так вот, Пиора сказал, что поможет ему открыть свою вторую прачечную в их городе. Мияби был потрясен и не мог поверить, что маленький мальчик хочет открыть собственное дело. А потом Мияби узнала, что Рема младше ее на год. Она была поражена, но извинилась за свою грубую реакцию. После этого Рема с нетерпением ждал возможности провести время вместе, и Пиора снова немного подразнила его дочь. После этого Рема узнал, что Пиора – отличный бизнесмен, обладающий отличным чувством юмора. Позже именно он привел Рему в гильдию. По дороге в гильдию он сказал, что уже позаботился о большей части бумажной работы за него. Рема был очень благодарен за то, что все, что ему нужно было сделать, это подписать и прочитать контракты. Тогда Рема был поражен тем, что торговая гильдия просто великолепна. Вслед за Пиорой я сказал, что гильдия предателей – это настоящая крепость. Кроме того, Пиора сказал, что в этой крепости собраны все гильдии города. После этого Рема узнал о существовании гильдии драконов, и Пиора велела ему выглянуть в окно. Рема смог увидеть множество драконов и узнал, что драконы могут перевозить грузы и людей. Кроме того, Пиора рассказала ему, что все гильдии работают сообща, и благодаря им весь город сияет. Пиора сказал, что один из его предков придумал целую систему управления аэропортами, а его предок создал систему управления аэропортами. Рема был удивлен тем, что предок Пиоры тоже является реинкарнированным человеком с Земли. После регистрации торговой гильдии в городе Ленав, Пиора показала ему его будущую собственность. Затем Рема поблагодарил его за большую помощь, и Пиора сразу же захотел показать ему помещение своей новой прачечной. Затем они вдвоем осмотрели комнаты, и Рема захотел отправить сообщение своим менеджерам. После этого Рема вызвал свою конечность или птицу и полетел в Гимель с письмом. После этого Пиора предложил Реме переночевать у него дома. Он сказал, что сам может приготовить себе вкусный ужин. Рема был очень счастлив, потому что в течение нескольких дней он ел только отвратительную на вкус провизию. В следующий раз, когда мы увидим их на обеде, Мияби подаст суп мисо с рисом. Рема был удивлен японскими блюдами и обрадовался, что ему тоже удалось купить соевый соус. После этого Рема начал есть блюда японской кухни, и ему очень нравится эта вкусная еда. Внезапно Мияби сказала, что она счастлива видеть в нем детскую сторону, потому что он ведет себя очень по-взрослому по отношению к окружающим. Тогда Пиора подразнила его дочь и сказала, что она могла бы многому научиться у Ремы. А потом Рема узнал, что Мияби скоро должна пойти в столичную школу. После ужина Рема сказал, что он искатель приключений Яранга. Он планировал выполнить задание на следующий день. Мияби и Пиора тогда предупредили его, что многие сильные монстры Диранга в настоящее время вызывают проблемы. В результате в городе осталось очень мало искателей приключений Яранга, и почти нет никаких квестов для искателей приключений Яранга. Затем Рема вспомнил, что боги рассказывали ему о сильных монстрах. Кроме того, Рема жил в опасном лесу, и ему приходилось сражаться с сильными монстрами. Внезапно Рема сказал, что хотел бы сразиться с какими-нибудь разбитыми барами. Следуя за Пиорой, я был счастлив, что у него появилась мотивация сражаться с монстрами. Причина в том, что Пиора хотел продать мясо громилы зануды. Тогда Мияби разозлилась на своего отца за то, что он подтолкнул Рему подвергнуть себя опасности. Его дочь прочитала Пиоре нотацию, и он обратился к Реме за помощью. На следующий день Мияби сопровождала его за материалами для изготовления мебели. Позже Пиора заглянула в новый дом Ремы. Он видел только слизняков, работающих на Рему. Он был потрясен, и его дочь тоже была потрясена. А потом эти двое спросили, чем занимается Рема. Они не могли поверить, что его слизняки смогли соорудить для него мебель. Во второй половине дня Рема отправился выполнять задание, и Мияби велела ему позаботиться о себе. Ниже мы видим Рему, он был опечален, так как на данный момент почти нет квестов для авантюристов Яранга. Тогда Рема собрал много целебных трав. Внезапно появилась птица Лимер Элиарии.
Она поздравила его с открытием второй прачечной. Она также рассказала своим родителям о его второй прачечной. Все они были счастливы, что Рема успешно ведет свой бизнес. Затем она пожелала ему удачи в стирке белья, а также сказала, что ему не следует переутомляться. Внезапно появился огромный громадный кабан, преследующий двух искателей приключений. После этого Рема был готов сразиться с гигантским громадным кабаном. Так вот, Рема достал свои луки из коробки с вещами. После этого он атакует кабана Громилу своими стрелами. Монстр не получил никакого урона, и Рема хотел побить кабана Громилу в одиночку. Затем Рема продемонстрировал кабану Громиле свои мощные навыки в боевых искусствах. Рема овладел кулаком Будды, и ему удалось победить его сильным силовым ударом. Кабан упал, и Рема почувствовал облегчение от того, что ему удалось с легкостью победить его. После боя оба искателя приключений поблагодарили Рему за то, что он их спас. Искатели приключений сказали, что они оба целы и невредимы, но один из их друзей тяжело ранен разбитым кабаном. Рема сказал, что он может использовать целебную магию, и он хотел бы помочь этим двоим. Реме следует подождать, пока эти двое вернутся, поэтому Рема использует это время, чтобы вызвать свою кровавую слизь. Он высосал всю кровь из кабана. Его кровавая слизь была искусным сосателем, так что он закончил буквально за мгновение. А потом вернулись искатели приключений, и Рема захотел вылечить раненую женщину с помощью целебной магии. Слизь с его пятки была очень полезна, и он мог мгновенно и легко исцелить ее. После этого искатели приключений поблагодарили Рему за это. После этого искатели приключений захотели наградить Рему за то, что он спас их. Кроме того, они сказали ему, что он может продать материалы, полученные от разбитого кабана, по высокой цене. Рема хотел поделиться вознаграждением за материалы, полученные от кабана. Внезапно авантюристы узнали, что он всего лишь авантюрист Яранга. Они были потрясены и не могли поверить, что он смог победить громадного кабана в качестве авантюриста Яранга. Позже они вернулись в гильдию вместе с поверженным громадным кабаном. Мияби был зол на Рему. Причина в том, что она велела ему избегать опасных монстров, которые могут сильно навредить ему. А потом появился работник из гильдии искателей приключений. Он хотел расспросить Рему о несчастном случае с монстром. Однако Рема не был наказан за то, что дрался с Громилой в целях самообороны. После этого Рема позволил Пиаре купить у него все мясо. Внезапно один из рабочих заметил, что мясо было запекшимся от крови. Рема объяснил им, что его кровавая слизь хорошо всасывает кровь, так что Пиора была впечатлена его слизью. После этого он стал умолять Рему отдать ему свою слизь. Рема ответил, что он не может исполнить свое желание, потому что у него есть только одна кровавая слизь. В последующие дни Рема сообщил, что получил все награды за выполнение задания. А затем появилась Пиора и спросила, есть ли у Ремы какие-нибудь идеи по поводу нового блюда. Мияби было стыдно за своего отца, который всегда думал только о том, чтобы заработать деньги. А потом Рема сказал, что у него есть кое-какие идеи. Так вот, Рема начал становиться следующим Джейми Оливером. Сначала он нарезал мясо на мелкие кусочки и очистил овощи от кожуры. А затем он поджарил мясо вместе с овощами. В результате он приготовил свинину с имбирем, которую знал по своей прежней жизни. Мияби сочла его блюдо очень вкусным. Пиора тогда тоже попробовала его блюдо и попробовала его новые блюда. Мияби похвалила Рему и сказала, что он отличный шеф-повар. В последующие дни перед Ремой собралась большая толпа народа. Все люди хотели купить новое блюдо Ремы. После этого мы увидели Рему в его прачечной. А потом появилась Карла и привела с собой нескольких рабочих из Гимеля. После этого Рема тоже познакомился со своими новыми сотрудниками и представился им. Рема сказал, что они всегда могут обратиться к нему или Карле, если у них возникнут вопросы. Новые сотрудники ответили, что они уже провели пробный день в его прачечной Гимель. Рема был счастлив, что Карла нашла замечательных сотрудников. Далее Рема и его сотрудники рекламируют свою прачечную. Таким образом, Рема продемонстрировал всем всю мощь своих шламов из бамбука. Через несколько дней Пиора и Мияби восхитились тем, что Рема такой старательный. Пиора сказала, что Рема настоящий первоклассный специалист, и он обязательно разбогатеет. А потом Рема посмотрел на свое новое белье и вспомнил воспоминания о своей прежней жизни. Он был счастлив, что в своей новой жизни встретил так много новых и приятных людей. Затем он открыл свою прачечную в бамбуковом лесу и написал письмо семье Джамиля. Он сказал, что его вторая прачечная теперь тоже открыта, и он рад, что его стирка пользуется огромным успехом. Вечером он поблагодарил своих сотрудников и пожелал всем приятного вечера. На следующее утро к нему были вызваны все сотрудники компании. Рема хотел бы попрощаться с тобой. Все его сотрудники сказали, что будут усердно работать, и он должен позаботиться о себе сам. После этого Мияби тоже попрощался с Ремой. Она пожелала ему удачи, чтобы он стал еще более успешным. Внезапно Рема попросил ее об одолжении. Он хотел, чтобы Мияби подружилась с Элиарией в школе. Так что Рема попрощался со своими друзьями и отправился обратно в город Гимель. А потом Рема получил письмо от Элиарии. Она сказала ему, что ей скоро нужно идти в школу, и в настоящее время она практикуется в управлении многими монстрами, подобными ему. Она научилась лучше управлять лемурскими птицами. Она также пожелала ему дальнейших успехов. Затем мы видим, как Рема хочет показать торговцу Сержу новые товары, которые он нашел.
А затем Серж рассказал ему о своем любимом хобби – сборке автомобилей типа «Форсаж». Рема увидел игрушечную машинку, которая могла двигаться с помощью магии. Серж сказал, что источником питания горячего колеса является магия. А потом Рема узнал, что в столице ежегодно проводятся гонки на игрушечных автомобилях. Торговец Серж был большим поклонником «Форсажа» и страстно показывал Реме собранные им детали. Ему удалось заинтересовать Рему, и он захотел побольше узнать об этих магических предметах. Позже Рема узнал, что его слизняк-чистильщик питался древесным углем в его отсутствие. Калум извинился перед Ремой за то, что не обратил на это внимания. Кроме того, Калум также сообщил, что с тех пор его слизняк-чистильщик не ел грязи. Рема совсем не сердился на Калума. Затем он сказал, что благодарен ему за то, что он так внимательно наблюдал за слизью. Именно так Калум узнал, что слизь эволюционировала благодаря новому питанию. Калум хотел записать все, что он съел из своей чистой слизи. На следующий вечер Рема написал Элиарии письмо. Она была удивлена тем, что его слизь-чистильщик съела древесный уголь, и она сказала ему, чтобы он подробнее рассказал ей о новой способности, если его слизь эволюционирует. Она также пожелала ему получить массу удовольствия от изучения рынка магических предметов. На следующий день Рема сказал Калуму, что возвращается на некоторое время в свой родной город. Калум ответил, что он будет продолжать заниматься своим бизнесом для того, чтобы Рема по-прежнему оставался главным менеджером компании Гиммел. А потом Калум узнал, что родным городом Ремы является Великий лес черепов. Он был потрясен, потому что в этом лесу обитают только опасные монстры, победить которых могут только сильные искатели приключений. Рема рассмеялся и сказал, что хотел бы повысить свой ранг. Кроме того, он хотел бы вернуться в лес, чтобы испытать свою силу в борьбе с монстрами. Поэтому Рема доверил стирку белья менеджеру Калуму. Во второй половине дня Рема посетил гильдию, и Мейлин была рада видеть Рему. Тогда Рема обратился к ней за советом, но у нового сотрудника возникли проблемы. Мейлин сразу же отправилась на помощь новому сотруднику, потому что она была ошеломлена сложившейся ситуацией. Вот она и отправила ребят выполнять их задания. А потом Мейлин захотела познакомить Рему с новым сотрудником. Именно так Рема узнал, что Пальма недавно работает в гильдии, и он был рад познакомиться с Пальмой. После этого Мален попросил Рему об одолжении. В результате Пальме было позволено взять на себя дело Ремы. Так вот, Рема сказал, что хочет повысить свой ранг в должности. Он дал Пальме список монстров. Она просмотрела список монстров, и Реме нужны квесты с охотой на монстров, указанных в списке. Кроме того, Реме нужна была дополнительная информация о монстрах, обитающих в Великом лесу. Мален очень беспокоился за Рему, но он сказал им, что вырос там, и забыл забрать важные вещи из своего прежнего дома. Мален с пониманием отнесся к его просьбе вернуться в опасный лес. Затем Пальма подготовил документы для выполнения заданий Ремы. А затем Мален сказала, что она наконец-то поняла, почему он такой сильный. Затем появился Пальма с контрактами на повышение своего ранга, и Рема немедленно подписал эти бумаги. Рема смог начать повышать свой ранг, и он спрятал один предмет в свой ящик с вещами. Мален был рад за Рему, что теперь он подписал все контракты. После этого Мален показал Реме задания, позволяющие быстро повысить его ранг. Пальма сказал, что один клиент сделал заказ с помощью Amazon Prime, но на Amazon не хватало поставщиков. Поэтому Пальма сказала, что по ее мнению Рема хотел бы доставить посылку сам, потому что он может использовать заклинание коробки с предметами. Рема согласился доставить посылку в Кёлебан, потому что именно там проходит ярмарка магических предметов. 2 дня спустя Рема прибыл в город Кёлебан, и Рема узнал, что завтра состоятся 6 различных рынков магических предметов. Затем он доставил свою посылку в мастерскую. Появился мужчина, и он узнал, что Рема доставляет его заказ. Этот мужчина подумал, что его посылка не будет доставлена вовремя, и поблагодарил Рему. Затем Деймон подписал документы о доставке Ремы. Когда Рема хотел уйти, мужчина остановил его. Он пригласил Рему на чашку чая, который тот сразу же попробовал. Рема подумал, что чай очень вкусный, и спросил, из каких листьев заваривается чай. Он узнал о новом сорте чая и поблагодарил его за то, что он угостил его вкусным чаем. А потом появился торговец Серж. Владелец мастерской был удивлен тем, что эти двое стали друзьями. А потом Рема рассказал, что доставил Деймону посылку для гильдии. Именно тогда Рема узнал, что его друг Серж ведет дела с Деймоном. После этого Деймон захотел показать Сержу свои готовые проекты, а также предложил Реме посмотреть на свои готовые сокровища. Так что они отправились в мастерскую, и Деймон показал свои машины. Деймон был механиком, и именно он сделал новую версию AMG Maybach. Рема был удивлен тем, что он умеет собирать автомобили. Внезапно Рема заметил универсал марки G, который стоил несколько сотен тысяч долларов. Серж был удивлен тем, что он может отремонтировать универсал марки G. Затем Деймон рассказал, что в настоящее время он копит деньги, чтобы в будущем купить своему внуку машину. Рема и Серж узнали, что его внук может стать следующим Илоном Маском и обладает навыками сборки электромобилей. После этого Рема получил в подарок самодельный волшебный предмет, созданный внуком Деймона. Серж сказал, что Рема должен оставить это устройство себе. А затем Рема сказал, что ему
ему все равно нужно найти место для ночлега, потому что он хочет завтра посмотреть рынки. Так вот, Серж предложил показать ему отличную гостиницу, в которой он сейчас живет. А потом мы увидели Рему, он снял комнату в той же гостинице, где жил Серж. Так вот, они договорились встретиться за ужином. А тем временем Рема захотел соорудить устройство для добычи монет из слизи. Внезапно Серж приехал за ним, чтобы забрать его на ужин. Во время еды Рема узнал, что он не может сделать устройство для добычи монет из слизи, но ему просто удалось создать маленькую музыкальную шкатулку. Музыкальная шкатулка была способна воспроизводить песню Родди Рича. Серж был впечатлен песней The Box и сказал, что каждый человек должен послушать эту песню. Тогда Серж предложил ему начать свой бизнес с помощью своей музыкальной шкатулки. Внезапно принесли ужин, и они заказали стейк с какими-то гарнирами. После ужина Рема повел Сержа на прогулку и сказал, что может попросить Дэймона сделать музыкальные шкатулки. Рема не хотел создавать проблем Дэймону, поэтому Серж ответил, что у Дэймона есть 3 ученика, и он был бы счастлив зарабатывать больше денег. Как раз перед тем, как лечь спать, Рема написал Элиарии письмо. Он сказал, что сделал музыкальную шкатулку и собирается открыть новое дело. На следующий день открылись рынки волшебных предметов, и Рема вместе с Сержем осмотрел город. А затем они вместе навестили Дэймона. Он представил свои новые горячие колеса и компоненты двигателя. А затем внук Дэймона захотел познакомиться с Ремой. Рема познакомился с маленьким Илоном, и ему захотелось поиграть с Ремой. После этого Рема поиграл с ним вместе. Когда они поиграли в какую-то игру, он заметил, что маленькому Илону скучно, потому что у него не так уж много игрушек. Рема захотел смастерить ему игрушку и попросил разрешения воспользоваться ведерком. Вслед за тем Рема достал из своей коробки с вещами кое-какие материалы и построил для него стадион для Бейблейда. Тем временем Серж показал Дэймону новое изобретение Ремы. Он был готов начать массовое производство музыкальной шкатулки для Ремы. А потом мы увидели Рему, он показал Илону, как вращать Бейблейды. Илон никак не мог заставить Бейблейд вращаться, поэтому Дэймон продемонстрировал свои навыки владения Бейблейдом и сказал: пусть все разорвется. Рема был впечатлен, и Дэймон сказал, что он большой поклонник Бейблейда. Поэтому Рема решил подарить ему и его внуку стадион Бейблейд в качестве подарка. Все были счастливы, и Рема рассказал Элиарии о том, что происходит на рынках магических предметов. Через несколько дней он вернулся в Гимель и был счастлив увидеть своих слизняков. Рема хотел лечь спать, но его слизь для чистки превратилась в слизь для дезодоранта. Рема изучил свои новые способности, и его новая слизь могла поглощать отвратительные запахи. На следующий день Рема рассказал о своей недавно развившейся слизи, а также о том, что из его дезодорантной слизи получался сок, который мог поглощать отвратительные запахи. Он намеревался использовать эти пакеты для стирки белья. Позже Рема побывал на руднике Гимель и добывал пищу для своих слизняков. После этого его металлические и железные слизняки играли друг с другом. Внезапно появилась железная слизь, и Реме пришла в голову отличная идея. Он превратил свою слизь в меч. Так вот, он проверил полезность своей слизи, и Реме удалось успешно создать острый меч. На следующий день в прачечной Калум сказал, что ему следует побольше спать и делать перерывы, когда он будет экспериментировать со своими слизняками. Калум беспокоился о здоровье Ремы. Внезапно появилась Мия. У нее возникли проблемы с новым впитывающим запах мешочком. Рема понял, что достигнута максимальная впитывающая способность запаха, поэтому Рема ответил, что позже принесет ей новый впитывающий материал. Мия поблагодарила его и пожелала всяческих успехов в создании чудодейственного средства, способного поглощать отвратительные запахи. После этого Рема увидел, что у других детей возникли проблемы. Рема захотел им помочь и предложил починить их тележку. Затем Рема приказал своей липкой слизи починить тележку. Дети были поражены тем, что Реме столько же лет, и он является укротителем монстров. Именно тогда он узнал, что эти двое мальчиков искатели приключений. Они приняли участие в квесте G-ранга только для того, чтобы получить немного денег вместе с другими детьми. Рема узнал, что они дети из трущоб и могут заработать немного денег с помощью квеста G-ранга. Тогда Бек подумал, что Рема смотрит на них свысока. Рема ответил, что он неправильно его понял. Тогда Рема дал им волшебный предмет, чтобы мусор перестал вонять. Бек и Виз поблагодарили Рему за большую помощь. Затем Бек показал Реме церковь, потому что им разрешалось убирать церковь раз в месяц. В качестве награды они получают от гильдии вкусные конфеты. Рема был удивлен и счастлив помочь детям навести порядок в церкви. Внезапно его возвали к богам, и он познакомился с новым богом. Рема хотел представиться, но бог Филнавилия уже знал его имя. Он нашел Рему очень интересным человеком, и Рема вспомнил, что бог Текен рассказывал ему о Филнавилии в прошлый раз. Впоследствии Рему спросили о Японии и его увлечениях. Рема хотел ответить на его вопросы, но Филнавилия проверила Рему на прочность. Филнавилия почувствовала, что он не лжет и что Рема хороший человек. Так вот, Филнавилия рассказала, что до этого он встречался со многими злыми людьми. А потом он сказал, что считает Рему хорошим парнем, и бог Филнавилия был счастлив,
что познакомился с Ремой. После этого Бек сказал, что Рема должен выполнять свою работу должным образом. Вундеркинд ответил, что ему не обязательно быть таким строгим по отношению к Реме. Я проследил за тем, чтобы в церкви все было приведено в порядок. А потом Рема узнал, что после уборки церкви они получают конфеты и уроки боевой подготовки от гильдии. Внезапно появился мастер гильдии Варган. Он был удивлен, встретив Рему. Рема сказал, что помогал наводить порядок в церкви. Бек и Вис не могли поверить, что Рема тоже искатель приключений. А потом они были шокированы, когда Варган сказал, что Рема искатель приключений Е-ранга. После этого Варган стал тренировать детей из трущоб. Рема понял, что Уис обладает большой физической силой, и он очень силен для ребенка. Затем Бек напал на мастера гильдии, и тот мгновенно потерпел поражение от Варгена. Варген сказал, что Бек должен атаковать из слепой зоны. Тем временем младшие дети сражались со слизняками Ремы. Рема подумал, что это будет хорошей тренировкой для детей. Внезапно Варген вызвал Рему на поединок. Варген сразу же напал на Рему, и остальные были удивлены тем, что Рема очень силен. После боя они попрощались с Ремой. Затем Рему похвалили за его большую помощь, и Варген предложил ему работу учителя. Рема отказался, опасаясь, что он слишком неопытен. Варген принял решение Ремы и снова похвалил его. Он сказал, что Рема – настоящее сокровище для города Гимель. Рема был счастлив и хотел продолжать помогать городу Гимель и нуждающимся в нем людям. По дороге домой Рема получил письмо от Элиарии. Элиария рассказала ему, что она учится печь вкусные десерты. Она с нетерпением ждала возможности полакомиться тортом вместе с друзьями. Она также сказала, что когда-нибудь сможет печь вкусные пирожные и подавать их ему на стол. Рема был очень рад письму от Элиарии и выразил надежду, что в новой школе у нее появится много друзей. Через несколько дней Элиария сообщила, что скоро переедет в академию. Она очень нервничала и сказала Реме, что его письма всегда поднимают ей настроение. А затем она пожелала Реме хорошо провести время на фестивале фонда Гимеля. Рема был очень рад письму Элиарии, и он вспомнил слова Карлы. Так вот, Рема задумался о том, чтобы он мог послать Элиарии. Ему пришла в голову мысль подарить цветы, ваучеры или духи. Внезапно ему в голову пришла отличная идея для Элиарии. Затем он решил подарить ей что-нибудь самодовольное и начал использовать свои навыки алхимии для изготовления мыла для своей пассии. Рема закончил работу над созданием мыла за короткое время, но он хотел подарить ей что-то особенное. Поэтому он создал несколько видов мыла, которые выглядели так, словно они были монстрами, которых они уже приручили вместе. После этого Рема спросил своего охранника Дольче о фестивале. Он сказал Реме, что скоро в городе Гимель состоится фестиваль культуры. Рема был удивлен и благодарен Дольче за предоставленную информацию. Рема сказал, что все остальные сотрудники компании переехали на работу в Гимель из других городов. Внезапно появился Калум. Он получил сообщение от своей сестры Карлы. Рема узнал, что в городе Ленев размножаются его более чистые слизняки. Так вот, Рема направился в свою вторую прачечную и применил заклинание телепортации. Рема приехал вечером, и Карла уже ждала его там. Однако исследователи слизи сообщили, что он получил еще 75 более чистых шламов. Рема сразу же приручил своих новых шламов. После этого он спросил о результатах исследований слизи. Рема был впечатлен отчетами Рабели и Тони, которые подробно обобщили все наблюдения. Рема был счастлив, что они выяснили, как использовать технологию контролируемого распространения информации. Так что Рема провел всю ночь, разговаривая со своими сотрудниками об этих слизняках. На следующее утро Рема отправился навестить своего друга-торговца Пиору. Придя в его компанию, обнаружил отвратительный запах. Появился Пиора и сказал, что получил в подарок немного вонючей рыбы. Она была законсервирована и распространяла отвратительное зловоние. Пиора обратился за помощью, и он помнит, как не так давно спас Мию от отвратительного зловония. После этого Рема достал из своего дома в измерении свою новую слизь от дезодоранта. Рема сказал Пиоре, что его слизь может поглощать зловоние. После этого его слизь впитала в себя зловоние, и Пиора был ему очень благодарен. От рыбы больше не пахло. Кроме того, он подарил Реме немного своей рыбы в подарок. Рема поблагодарил своего друга и все еще хотел навестить Мияби. Тогда Пиора ответил, что его дочь уже едет в школу, чтобы узнать больше об окружающем мире. Так вот, Рема вернулся в свою прачечную в Гимеле, и Калум разыскал его. Он сообщил Реме, что родители служащего принесли ему несколько подарков. Родители Джейн хотели поблагодарить Рему и были счастливы, что Рема устроил Джейн на отличную работу. Рема узнал, что ему дали ячмень и неизвестное зерно под названием самиса. Рема нашел этот аромат очень освежающим, как эфирные волны. Главный герой Рема не хотел принимать такой большой подарок, поэтому Джейн ответила, что это всего лишь остатки еды, и он может принять их без угрызений совести. Рема поблагодарил Джейн и хотел бы заплатить родителям Джейн за собранное ими зерно. Джейн не хотела принимать его любезное предложение, но Рема настоял на том, чтобы заплатить за него. Позже у бизнесмена Ремы состоялась встреча, и Серж показал ему прототип своей музыкальной шкатулки. Серж сказал, что Дэймон счастлив работать на бизнесмена номер один компании Gmail, и вскоре они смогут продавать этот товар. Серж предложил им продать свои музыкальные шкатулки на фестивале,
потому что они получают много рекламы от группы Simloid. Рема захотел побольше узнать об этой развлекательной группе, и Серж сказал, что они будут выступать на пустом месте по соседству. После этого Серж спросил, не может ли группа воспользоваться прачечной Ремы, чтобы переодеться. После этого Рема услышал крик и побежал на кухню. А потом он увидел Сельму. Она была потрясена отвратительным зловонием рыбы шапая. Тем временем другие девочки занимались уборкой, и они почувствовали восхитительный запах рыбного блюда. Они сразу же поняли, что используют самису в качестве приправы. Сельма тогда сказала, что недавно от рыбы сильно воняло, и Рема тут же вызвал свою слизь. Ему удалось нейтрализовать этот запах, и им удалось приготовить восхитительное рыбное блюдо. Когда они попробовали рыбу, приготовленную на гриле, Сельме пришла в голову идея использовать новую пряность. Вечером все вместе съели вкуснейшую рыбу и похвалили Сельму за восхитительное блюдо. А потом Лилин предложила приготовить ее домашнее блюдо тоже. Внезапно Калуму пришла в голову идея открыть на фестивале киоск, где продаются блюда из родного города сотрудника. Рема не был уверен в этом, но Калум сразу же убедил его. Так вот, Рема решил продавать уличную еду на фестивале вместе со своими сотрудниками. Дольче сказал, что он рад помочь, и ему нравится его идея. Другим сотрудникам тоже понравилась эта идея, и они уже были мотивированы сделать все возможное на фестивале. А затем все приготовили еду из своего родного города и практиковались в приготовлении вкусных блюд для фестиваля. Во второй половине дня все приготовили вкусные блюда, которые хотели продать на фестивале в Гимеле. Они посмотрели на эти вкусные блюда и пришли в восторг. После этого Калум сказал, что сегодня здесь появится группа Simloid. А затем Рема сказал, что завтра все должны повеселиться на своей вечеринке. Вечером Рема был у себя в офисе, и Калум сказал, что в краткосрочной перспективе им потребуется больше сотрудников, поэтому Рема придумал план решения их проблемы. Внезапно Серж постучал к нему в дверь и представил его лидеру группы Simloid. После этого Пренан сказал, что он руководит развлекательной группой Simloid, и он был рад познакомиться с Ремой. Он сразу же почувствовал, что Рема гений, и сказал, что он его фанат. Пренанс получил от Сержа одну из своих музыкальных шкатулок, и он был счастлив услышать его замечательную музыку. А затем Рема предложил своей группе отдохнуть. После этого Рема узнал, что их путешествие в Гимель было трудным. Реме сказали, что рядом с городом водится множество гигантских муравьев, доставляющих неприятности. В результате Реме захотелось решить эту проблему, и он решил на следующий день посетить гильдию искателей приключений. Пренанс был поражен добротой Ремы и сказал, что боги любят его. Тем временем Рема был удивлен тем, что Пренанс немного сумасшедший. На следующий день Рема посетил гильдию и попросил Пальму дать ему задание о гигантских муравьях. Пальма сразу же дал ему запрошенное задание, и Рема принял его, чтобы выследить муравьев. После этого Рема призвал всех своих птиц-лимеров и приказал им искать муравьиные колонии. Так вот, птицы полетели на поиски монстров, и Рема применил свое заклинание совместного ощущения. Рема сосредоточился и нашел колонии муравьев. Внезапно он заметил двух своих друзей, Виса и Бека. Рема подошел к своим друзьям и поздоровался с ними. Они были счастливы снова увидеть Рему, а одна девочка захотела узнать, кто этот мальчик. Бек познакомил их с Ремой, и до них дошли слухи об укротителе слизи. Рема познакомился с другими искателями приключений из группы Бека. Все они выросли в трущобах и вместе устроили вечеринку. А потом Рема узнал от Финии, что они собирают панцири муравьев. Они дружили с кузнецом и могли купить новое оборудование по дешевке. К сожалению, у них возникли проблемы с поиском колонии муравьев. Внезапно Рема предложил им свою помощь, и они поблагодарили Рему. В результате Бек не смог увидеть ни одной колонии муравьев, и Рема забрал своих слизняков из дома в измерении. Остальные были удивлены появлением слизняков Ремы. В результате Рема приказал своим слизнякам выстроиться в линию на своих местах. Таким образом, слизняки разыскали монстров и выманили муравьев из их укрытия. Внезапно появилось чудовище, и Рема мгновенно победил его. Затем появились еще несколько монстров, и Рема сказал, что теперь они могут сражаться. Рема хотел помочь группе Бека сражаться, чтобы они могли набраться боевого опыта. Так вот, юные искатели приключений сражались с муравьями и показали Реме свои боевые навыки. Рема был впечатлен тем, как они в юном возрасте охотились на монстров, и он похвалил их всех. А затем появился последний муравей, и Рема мгновенно прикончил его. После этого они принялись искать новых муравьев, и к вечеру им удалось победить многих муравьев. Бек был доволен их успешной охотой. Затем они вернулись в город и поблагодарили Рему, потому что им не удалось бы победить так много без его поддержки. Кроме того, они были счастливы, что Рема защищал их все это время. А потом Лумиль сказала, что завтра она хочет снова поохотиться на монстров вместе с Ремой. Бек сказал, что это невозможно, потому что ему нужно работать. Внезапно Реме в голову пришла идея, и он повел Бека и других искателей приключений в свою прачечную. Рема предложил им работу, чтобы они помогали ему на фестивале. Я последовал за Калумом и посмотрел на детей. Так вот, Калум принял детей в качестве работников на неполный рабочий день, и они поблагодарили менеджера Калума
Калума и Рему. После их разговора Рема захотел пригласить их на свой праздник в прачечную, и они были счастливы поработать у Ремы. Затем Рема произнес речь и пожелал всем гостям очень весело провести время на его празднике. После этого сотрудники принесли все приготовленные блюда. Затем он сказал, что у него отличная вечеринка, и Солдио извинился за плохие манеры своей племянницы Майи. Рема узнал, что эти двое разыгрывают шоу с мечами. А потом появилась Майя и сказала, что ей очень нравится еда, приготовленная Ремой. Рема был счастлив и сказал, что у них до сих пор есть много вкусных десертов. Тем временем Бек попробовал восхитительное печенье, и детям из трущоб оно тоже очень понравилось. Они съели это печенье и похвалили его за великолепный вкус. После этого Бек и остальные еще раз поблагодарили Рему. Они восхищались им, но Виз был опечален. Он обратился к Реме за советом, и Рема понял, что Виз все еще боится сражаться с монстрами. Так что Рема подбодрил Виса и сказал, что у него есть замечательные друзья, которые всегда могут его поддержать. Он сказал, что ему просто нужно набраться побольше боевого опыта, и в один прекрасный день он перестанет бояться. Его друзья тоже подбодрили Виса, и он мгновенно почувствовал себя счастливым. Вечером Рема извинился за то, что привел детей из трущоб без приглашения, но Калум ответил, что это была отличная идея, потому что все они хорошие дети. После этого Рема написал своей возлюбленной Элиарии письмо о том, что ему сегодня было очень весело. Кроме того, Рема пожелал ей тоже получить массу удовольствия от зачисления и прислал ей подарок. На следующее утро Элиария захотела попрощаться со своими родителями. Рейнхард очень нервничал, потому что его дочь теперь будет жить самостоятельно. И Лиза и Рейнбах сказали, что Элиария уже готова, и все вместе рассмеялись. После этого семья Элиарии пожелала ей хорошо провести время в академии. Поэтому она попрощалась со своими родителями и села в экипаж. Затем она поехала в Капитолий и получила подарок от Ремы. Месяц спустя мы видим Элиарию в ее новой школе, и она все больше узнает о магии. Тогда она погрузилась в глубокие раздумья, потому что ей было очень грустно. Занятия проходили слишком легко, и другие ученики избегали ее, потому что у нее самый высокий дворянский ранг. Позже Элиария познакомилась с неизвестным человеком. Она представилась старшей дочерью дворянской семьи Уилден. Мишель была очень вежлива, и Элиария сказала, что ей не обязательно говорить так вежливо. После этого Элиария сказала, что Мишель может называть ее Эли, так что они подружились. Элиария тогда сказала, что занятия проходили слишком легко, и другие ученики избегали ее. Мишель согласилась с ней, ответив, что у нее тоже не завелось ни одного друга. Элиария считала, что Мишель была очень популярна. Внезапно Мишель сказала ей, что в первый день другие девочки считали ее принцем. Тем временем Мияби невольно прислушивалась к их разговорам. Вслед за этим Мишель показала ей магический круг, и Элиария сразу же подумала об алхимии. Мишель ответила, что она не может пользоваться алхимией. Затем она сказала, что пытается самостоятельно овладеть наукой о магическом круге. Вдруг Мишель спросила, почему она сразу же подумала об алхимии. Элиария ответила, что у нее есть подруга, которая могла бы использовать алхимию. После этого Мишель добавила какую-то смесь в магический круг. Элиария отметила, что Мишель такой же страстный исследователь, как и Рема. Потом Мияби стало любопытно, и Мишель приступила к своему эксперименту. Магический круг засиял, и от него посыпались искры. Мишель заметила Мияби и извинилась за то, что напугала ее. Внезапно Мияби сказала, что у нее есть сообщение для Элиарии. Элиария была удивлена и спросила, от кого именно. Так вот, Мияби ответила, что у нее есть сообщение от мальчика, и она не хочет провоцировать дурные слухи. А потом Элиария узнала, что Рема подружился с Мияби. А потом Мияби сказала, что она должна пожелать ей удачи в школе от Ремы. Внезапно Элиария вспомнила свой последний вечер с Ремой. Она была счастлива, что Рема попытался помочь ей завести друзей, поэтому Элиария спросила, не хотела бы Мияби стать ее подругой. Мияби была счастлива подружиться с Элиарией, и Мишель решила подружиться и с этими двумя девочками тоже. После этого Мишель спросила, не хотели бы они создать команду для совместных практических занятий. Они были удивлены и заговорили о практических занятиях. Все согласились с их новой группой, и Мияби указала, что им нужно 6 человек в их группе. После этого они разыскали Райли. Она была благородной дочерью семьи Силфорд, сказала Мишель. Она немного привередлива в отношении правил. К тому же она очень способная и относится ко всем одинаково. А затем Райли победила свою соперницу в драке. После этого Мишель сказала ей, что они хотят вместе создать команду, и она сразу же согласилась присоединиться к их группе. Девочки были счастливы, но Мияби спросила ее, уверена ли она в правильности своего решения. Мияби знала, что Райли лучшая фехтовальщица в школе, и ее приглашали многие другие. Райли ответила, что остальные были высокомерны, и ей хотелось бы присоединиться к их группе. Тогда они подумали о том, чтобы найти другого человека для своей группы. Внезапно они заметили девушку-простолюдинку. Она была мастерицей своего дела, и они решили пригласить ее в свою группу. У Джанан был грустный вид, и она была удивлена, когда Мияби заговорила с ней. Внезапно Мияби пригласила ее присоединиться к их группе, и она пришла в восторг. А затем она поблагодарила их за то, что они позволили ей присоединиться к их группе. Джанан происходит из знаменитой семьи мастеров, которые создают магические
магические предметы. После того, как она сказала, что она неудачница, они узнали, что она может создавать магические предметы, но ей нужна поддержка других людей, потому что она может использовать только чарующую магию. К сожалению, большинство дворян избегают ее, и многие люди отказали ей присоединиться к их командам. У Мишель и остальных не было никаких проблем с ее способностями, и они хотели, чтобы Канан был в их команде. Кана поблагодарила их и была счастлива, потому что все были такими милыми. На следующий день начались практические занятия, и Мияби спросила, есть ли у них какой-нибудь опыт работы в кемпинге на открытом воздухе. Элиария и Райли сказали, что у них есть некоторый опыт работы в кемпинге на открытом воздухе. А потом учительница сказала, что занятия вот-вот начнутся, так что все ученики отправились в лес и разбили свои палатки. Им также следует научиться жить в одиночестве без слуг. А затем мы увидимся со студентами. У большинства из них возникли проблемы с установкой своих палаток. Команде Элиарии удалось с легкостью установить свои палатки, а также развести костер. Внезапно мы видим двух девочек, они попросили другую группу поставить для них палатку. Другая группа отказалась, и они начали спорить друг с другом. Ночью группа Элиарии была удивлена тем, что у многих возникли трудности с размещением кемпинга на открытом воздухе, поэтому они отправились спать. На следующее утро палатка рухнула, и девочка получила травму. Девочка обвинила другую группу в том, что именно они виноваты. Внезапно им захотелось подраться друг с другом, но Мияби остановила их. После этого Элиария исцелила раненую девочку, и они помогли восстановить разрушенную палатку. Позже они поблагодарили команду Элиарии, но Мишель сказала, что они должны извиниться перед другими девочками. В результате эти двое нарушителей спокойствия извинились. Позже Элиария сказала, что они все должны работать вместе и поддерживать друг друга. Все согласились с этим, и они вместе построили туалет. После этого Элиария показала Ханаану, как соорудить ловушку. Ниже мы видим, что все девочки вместе собирали овощи. Студенты объединили все свои способности для того, чтобы создать гармоничную совместную жизнь. Когда девочка ходила за водой, она споткнулась, и Элиария немедленно помогла ей. Она поблагодарила Элиарию, и девочки увидели цветы. Тем временем учителя очень гордились учениками, особенно гордились командой Элиарии. Прошло так много прекрасных дней, и в последний день они развели костер в лагере. Все они очень весело провели время в походе, и вся команда Элиарии хотела бы завести побольше друзей прямо сейчас. Внезапно Элиария вспомнила слова Ремы. После этого появилась девочка, которой Элиария помогла. Она хотела подарить Элиарии цветы, которые сама же и собрала. Элиария была очень счастлива и написала обо всех своих замечательных переживаниях своей возлюбленной Реме. Она также прислала Реме вкусные ягоды для его слизняков. А затем мы видим, как работники бамбукового леса планируют установить сцену. Калум сказал Реме, что подготовительные работы скоро будут закончены, и Рема тоже с нетерпением ждал начала фестиваля. Затем он наблюдал, как группа Симлоид репетирует свои выступления. Рема был впечатлен их страстью демонстрировать мастерство владения мечом. Внезапно появился мастер гильдии Варген. Он хотел поблагодарить Рему за то, что тот поохотился на муравьев. Затем он попросил Рему выполнить для него специальное задание. Моргану нужен был человек, способный использовать космическую магию, поэтому ему оставалось только попросить об этом Рему. Для Ремы это было идеальное задание, и он сразу же согласился. На следующее утро Рема и другие искатели приключений собрались в офисе Варгена. Они узнали, что им нужна древесина от монстров, которые вызывали транс. А потом они спросили, почему они должны победить 300 из них. Варген ответил, что им нужны материалы для обновления города. Так вот, Варган планировал построить новый город для туристов за южными воротами. Тем временем Селия поинтересовалась, почему для строительства не используется обычное дерево, и Варган ответил, что знаменитый архитектор отказался использовать обычное дерево. После этого Асахи был выбран руководителем их команды. Они также узнали, что Рема использует свою космическую магию в качестве опоры. Мии и другим искателям приключений понравился Рема, и они с нетерпением ждали возможности сразиться с монстрами вместе с ним. Вскоре после этого они уже направлялись в лес. Рема был счастлив снова выполнить задание со своими друзьями на вечеринке, потому что у него остались прекрасные воспоминания о его последнем задании с ними. А затем они вместе обсудили свой план по поиску монстров и охоте на них. Так вот, Липин сказал, что слабое место монстров – это их лицо. А потом Селия спросила, легко ли их отличить от обычных деревьев. Липин ответил, что они могут чувствовать свою магию, потому что монстры – это волшебные существа. Вечером Мия установила палатки и увидела, как Рема достает вещи из своей коробки с вещами. Он показал им их складные стулья, а также взял с собой столик. Мия и остальные были удивлены Ремой, и Мия похвалила его. Она сказала, что он гений, и Рема был польщен ее добрыми словами. Затем они обсудили свою стратегию борьбы с монстрами. А затем Асахи попытался подбодрить Рему, потому что заметил, что Рема все это время был напряжен. Поэтому он сказал, что Рема может расслабиться, и все они поддержат его. А потом Валана и Мизелия сказали, что придут на помощь в случае неприятностей. На следующее утро они отправились на поиски и отправились в лес. Позже Лейпин заметил Транта и приказал начать атаку.
Рема тоже почувствовал магию, и искатели приключений атаковали монстра. Они сразу же победили дерево, и Рема собрал необходимые материалы с помощью своих слизняков. После этого Липин открыл свой дом в измерении, и им сразу же захотелось поохотиться еще на трансов. После этого Липин обнаружил еще 3 монстров, и искатели приключений побежали к ним. Все искатели приключений впали в транс, а Рема поддерживал их магией ветра. Вслед за Ремой ему тоже разрешили сразиться с Трантом, и он храбро уклонялся от атак монстра. А затем Рема победил их одним точным ударом. Внезапно Лейпин понял, что происходит что-то странное. Но 1 числа они захотели сделать перерыв, и Рема тоже почувствовал что-то подозрительное в лесу. Во второй половине дня они пообедали, и Асахи похвалил Рему за его хорошую работу. Затем Селия спросила Рему о его оружии, и он ответил, что превратил свою слизь в меч катана. Остальные были поражены мастерством Ремы в качестве укротителя слизи. Внезапно Мазелия открыла для себя новый вид слизи. Рема узнал, что эта слизь называется пушистой слизью, и он обладает способностью летать. Тогда Лейпин применил свое новое космическое заклинание, которое телепортировало слизь к нему. Он хотел помочь Реме приручить слизь. В результате Рема приручил пушистую слизь и проверил способности своей новой слизи. Рема узнал, что у него 8-й уровень умножения. Лейпин подробно рассказал о своей новой пушистой слизи. Тем временем Мия сказала, что ей нравится смотреть, как Рема играет со слизняками. Так вот, Рема покраснел от слов своего друга. После этого они отправились в лес и почувствовали очень сильную опасную ауру. Лейпин заметил, что деревья исчезли со своего места. Он заподозрил, что появился монстр высокого уровня. А затем отряд их искателей приключений начал охоту на транса. Они сражались со многими монстрами и поддерживали друг друга. Внезапно Валана была ранена. Рема вовремя защитил их обоих. После этого Рема атаковал все деревья, и вместе им удалось одолеть их. Затем они углубились в лес и выследили множество монстров. Внезапно Рема воткнул свой меч в землю и призвал на помощь всю свою металлическую слизь. Рема превратил свою слизь в топор и метнул топор в транса. Таким образом, всем искателям приключений и Реме удалось быстро победить монстров. Внезапно появился сильный Трант, который был сильнее любого другого человека. Лейпин сказал, что это старший Трант, и они вместе начали сражаться со старшим Трентом, но его слизняки были напуганы магией старшего Трента. Рема отправил своих слизняков обратно в свое измерение домой. После этого Транты защитили своего босса и напали на искателей приключений. После этого Рема создал бетонный пол, и они приготовились атаковать монстров. Однако все искатели приключений сражались с трансом, и топоры заржавели от атаки старшего транса. Лейпин и Асахи не могли поверить, что их оружие оказалось бесполезным. Внезапно у Ремы появился план, и он превратил одну из своих слизняков в топор. Затем Рема атаковал монстра своими высококачественными металлическими слизняками, и ему удалось ранить монстра. Поэтому он дал своим друзьям новое оружие для борьбы со старшим Трантом. Рема превратил своих слизняков в мощное оружие утренней звезды. Затем он атаковал старшего Транта, и монстр-босс был ослаблен. А затем он снова бросил свое оружие в монстра-босса. Кроме того, появился сундук с сокровищами. Затем Асахи похвалил Рему и сказал, что Рема замечательный человек. Вечером они вместе отпраздновали свою победу, и Рема угостил своего друга жареными овощами. Мия и девочки сказали, что у него очень вкусная еда. А потом Лейпин сказал, что зарытые волшебные камни стали для него сюрпризом. Тем временем Асахи плакал, потому что выпил суп, и Рема рассказал ему о том, где он достает миса. После этого они с удовольствием поужинали вместе, и Реме было очень весело вместе с ними. На следующий день Рема и его друзья вернулись в Гимель, и он поинтересовался, готовы ли все приготовления к фестивалю основания города. Асахи заметил, что Рема был глубоко погружен в свои мысли. Так вот, Асахи сказал, что в городе он может немедленно проверить, как идут его дела. После этого Лейпин предложил Реме перенести собранную трансовую древесину в его дом в измерении. После этого Рема был низложен, и они попрощались с Ремой. Тем временем все работали над подготовкой сцены для группы Симлоид. Дольче сразу же поздоровался с Ремой, и он отправился осмотреть сцену, которая строилась в его отсутствие. Рема был удивлен и спросил, как им удалось так быстро установить сцену. Следуя за Дольче и Фионой, я рассказал ему, что члены группы Симлоиды подготовили сцену всего за 2 дня. Рема был впечатлен, и он узнал, что Симлоиды также помогли им обустроить свои конюшни. Внезапно появился Пренанс и сказал, что все должны весело провести время на фестивале. После этого Калум захотел обсудить с Ремой кое-что важное. Рема обнаружил, что они забыли выбрать напитки к вкусным блюдам. Но Рема не понял, в чем проблема, и Калум все ему объяснил. Они хотели предложить какой-нибудь экзотический напиток, но у них не было ни малейшего представления об этом. А потом им пришла в голову идея продавать чай Ремы, который он пил каждый день. Он ответил, что у него не хватает чайных листьев,
поэтому Рема попытался найти решение их проблемы. В результате Рема заварил ячменный чай, о котором никто не знал. Он сказал, что у них есть зерна из родного города Джейн, и они могут использовать их для приготовления вкусного чая. Джейн была удивлена тем, что они могут производить вкусный чай из оставшихся зерен. Я следил за каждым, кто пробовал домашний чай со льдом Липтон фирмы Рема. Они сочли чай со льдом Липтон фирмы Рема восхитительным и поблагодарили их за отличную идею. А потом Рема сказал, что все они почти готовы к фестивалю и все должны повеселиться. В последующие дни они все вместе готовили еду, и Рема поддерживал каждого в их работе. Позже Рема захотел создать ледяную скульптуру для произнесения слов. Внезапно появился Серж. Он захотел показать Реме готовые музыкальные шкатулки. А затем мы увидели, что Мия наблюдает за Ремой, и она по необъяснимой причине прячется от него. Тем временем Рема слушал новую песню на своей музыкальной шкатулке. Позже они все вместе прибрались и отрепетировали выступление перед фестивалем. Прошло несколько дней, и подготовительные работы были завершены. Пренанс был взволнован возможностью устроить великолепное шоу для жителей Гимеля. А потом Серж еще сказал, что с нетерпением ждет начала фестиваля. Внезапно Рема устал, и появился Калум. Он сказал, что Реме следует отдохнуть и не стоит так много работать. В результате Калум немедленно отправил Рему домой, потому что беспокоился о его здоровье. На следующее утро Рема играл со своей пушистой слизью, и ему пришла в голову идея создать монетку из пуха. Он знал, что эта пушистая монетка отправится на Луну. Внезапно он увидел в небе дракона и понял, что они родом из города Ленав. Кроме того, он увидел Пиору верхом на драконе и сразу же побежал в центр города. Прибыв в центр Гимеля, он увидел своего друга Пиору. Он был удивлен, встретив Рему, и сразу же поздоровался с ним. Именно тогда Рема узнал, что ему нужно доставить срочный заказ. Внезапно появился Асахи. Именно он был заказчиком доставки товара. Рема сказал Пиоре, что они друзья. А потом Рема узнал, что Асахи купила Миса, и он хотел использовать его для фестиваля. После этого Асахи пригласила их вдвоем к Мии домой. А затем Мия обрадовалась, увидев Рему, и обняла его. Внезапно она заметила Пиору и спросила, почему он пришел к ним в гости. Внезапно Рема увидел, как они вдвоем установили стенд для проведения фестиваля. Так вот, они узнали, что несколькими днями ранее Мия захотела отведать вкусные блюда из их путешествия по квесту Транта. Она хотела попросить Рему приготовить ей эти блюда, но Рема был занят. Причина была в том, что она не хотела давать Реме еще больше работы. В результате Асахи приготовила для нее восхитительные блюда, приготовленные Ремой. Мии очень понравилась еда Асахи, и она была в восторге от его восхитительных блюд. Мия убедила Асахи представить свои блюда в день фестиваля фонда. Позже Пиоре и Реме было позволено попробовать восхитительные горные овощи. Они сказали, что это блюдо очень вкусное, потому что Асахи усердно практиковалась в приготовлении пищи. Вдруг они сказали, что тоже хотят продавать рис с супом мисо, но у них возникли некоторые проблемы, потому что гости предпочитают есть пешком. Эти двое понятия не имели об этом, и Рема предложил отличный план. Рема скупил у них еду, чтобы они могли продать ее на фестивале Гимель на следующий день. Мии понравилась идея Ремы, и они поблагодарили его за большую помощь. Вечером он попрощался с нами и вместе с Пиорой осмотрел другие стенды фестиваля. Пиора был удивлен и попросил у Ремы разрешения продавать свое вкусное блюдо в его родном городе. Кроме того, Рема подкинул ему еще больше идей. После этого Пиора сказал, что завтра навестит его на стенде. А тем временем боги используют новое заклинание бога на YouTube. Они посмотрели шоу Ремы, который стал лучшим GG в Гимеле. Внезапно появилась Феновия, которая тоже захотела посмотреть шоу Ремы. Феновия сказала, что на данный момент на Netflix нет ни одного хорошего сериала, и Куфа согласился с ним. Кроме того, он предпочел посмотреть шоу Ремы и пожелал ему получить массу удовольствия от своей жизни. Так вот, вечером он устроил вечеринку со своими друзьями и написал Элиарии письмо о своих приключениях. На следующий день мы видим, как проходит фестиваль основания Гимеля, и все стенды уже установлены. Рема посмотрел на город и был поражен. 1 числа Рема навестил своих друзей Мию и Асахи, которые продавали блюда японской кухни. Затем они пожелали Реме приятного времяпрепровождения на его стенде. Позже Рема встретился со своим другом Пренсом, который показал всем музыкальные шкатулки, которые Рема предотвратил. Серж сказал, что они сделали достаточно музыкальных шкатулок для всех желающих. Он был уверен, что многие жители города будут дорожить его музыкальной шкатулкой. А потом Рема заглянул в свой собственный киоск, и его магазин привлек большое количество покупателей. Всем очень понравились блюда из разных родных городов сотрудников компании. После этого Рема попросил Дольче помочь ему отстоять очередь, и он был поражен тем, что его стенд смог осчастливить так много людей. После этого Джейн попросила Рему заказать еще жареного мяса и выпила на кухне чай со льдом. Тем временем слизняки вымыли посуду, и Рема немедленно заказал дополнительные припасы для клиентов. Затем было приготовлено еще больше еды, и Рема захотел скормить отходы своим слизнякам-мусорщикам, которые были очень довольны остатками еды. После этого Морган зашел в киоск Ремы, и Бек сказал, что Рема теперь является лучшим GG у Гимеля. Внезапно он понял, что у детей не было еды. Перерыв.
В результате он попросил Моргана показать им город. Бек отказался от перерыва, но Карла и другие сотрудники пришли поддержать Рему, чтобы поддержать его. Именно тогда Рема узнал, что новые сотрудники занимаются стиркой белья в Ленафе. Кроме того, Карла смогла избавить Рему от этого бремени. Вслед за тем Карла сказала Реме, чтобы он весело провел время на фестивале, потому что он всегда много работает. Перед тем, как Рема отправился на фестиваль, он хотел закончить ледяную скульптуру для Пренса. Внезапно появился Пренанс, и ледяная скульптура Ремы произвела на него сильное впечатление. Потом Рема захотел посмотреть город, но к нему пришли Серж и Пиора. Эти два торговца хотели побольше узнать о его чае со льдом Липтон. Поэтому Рема рассказал им о секрете своего вкусного чая со льдом Липтон, и они сразу же захотели связаться с поставщиком зерна. Далее Рема рассказал своим сотрудникам, что Серж и Пиора заинтересованы в производстве ячменя в их родном городе. Они поблагодарили Рему и были очень счастливы, что Рема помог их семье с бизнесом. Позже Рема получил выговор, и Карла сказала ему, чтобы он прямо сейчас шел развлекаться. А потом Мия угостила своего любимого друга Рему вкуснейшими блюдами японской кухни, и он остался доволен вкусной едой. Внезапно он заметил маленького мальчика, который заблудился. Мальчик плакал, и Рема захотел помочь ему найти свою маму. Рема узнал, что мальчик не является постоянным жителем города, и Мия тоже хотела помочь, но ему также нравился Рема. Асахира смеялся и пожелал Реме удачи. Так вот, Рема помог маленькому мальчику Тео найти свою маму. Рема сказал ему, что он впервые участвует в этом фестивале и что он приехал издалека. И тут ему вспомнились прекрасные воспоминания, которые остались у него с тех пор, как он родился заново. Он был счастлив, что обрел так много друзей и пережил так много замечательных приключений. Кроме того, он стал лучшим специалистом по стирке белья в Гимеле и познакомился со своей возлюбленной Элиарией. Внезапно Рема столкнулся с Галисой, и он сказал ей, что помогает мальчику найти его мать. Тем временем повидался со многими своими друзьями, и Галиса был рад, что Реме понравилось жить в Гимеле. После этого она спросила его, нравится ли ему жить в городе Гимель, и он ответил, что ему очень нравится этот город. Затем Рема передал Тео своей матери, и она поблагодарила его. Так что Рема попрощался и вернулся в свою кабинку. Вечером многие посетители смотрели шоу группы Симлоид. Они устроили великолепное шоу по фехтованию на световых мечах, сделанных из магии. Все были в восторге и аплодировали. После этого Рема приготовил много вкусных блюд и показал Сельме, как готовить якисобу. Она была впечатлена, и Рема захотел угостить своих друзей множеством вкусных блюд. Внезапно Карла сказала, что группа Симлоид еще не пришла на вечеринку. Рема искал группу Симлоид и нашел их на сцене. Они работали над статуей богов, которая им понравилась. Ее зовут Манолия. Рема слышал о боге Манолии, но до сих пор с ней не встречался. Рема узнал, что она богиня ветра, и многие певцы восхищаются ею. Тогда Майя сказала, что они украсят статуи богов памятными вещами из каждого города, который они посетят. Ночью Рема произнес речь и сказал, что все должны повеселиться. А затем все отпраздновали успешный праздничный день на вечеринке. Появился Бек, и он поблагодарил Рему. Причина была в том, что все дети из трущоб получили от Ремы много денег и смогли купить много вкусных блюд. После этого Рема поблагодарил Карлу за то, что она всегда поддерживала его. Внезапно появилась Майя, и она захотела выступить вместе с Ремой на последнем выступлении. В результате Рема устроил танцевальное шоу с мечом вместе с Солдио и Майей. Все были взволнованы и аплодировали выступлению Ремы. Рема был очень счастлив, что пережил такой прекрасный день. На следующее утро Рема навестил Сержа и попросил его об одолжении. Затем он написал Элиарии о хороших воспоминаниях, связанных с фестивалем. Он также прислал Элиарии специальную музыкальную шкатулку специально для Элиарии, чтобы она могла